Всем привет! Это мастер-класс по вязанию сумочки-зефирки от магазина Лентомания. Меня зовут Аня Сахно. Для вязания вам понадобится большой моток трикотажной пряжи лента и также мини-моток, то есть всего около 130 метров трикотажной пряжи. Также вам понадобится крючок 6 размера, игла для сшивания деталей. И также вам понадобится фурнитура. В моем случае это портфельный замок, кольца карабины и цепочка. Я бы рекомендовала вязание такой сумочки для уже продвинутых рукодельниц, так как для новичков это может оказаться сложным. Если вы вязали хотя бы раз в жизни корзинку или что-то простое и можете уже вязать самые простые элементы типа столбика без накида, то можно попробовать. А если вы прям впервые взяли крючок и пряжу, то лучше вначале потренироваться на корзинках. Из моих мастер-классов самый простой и очень подробный мастер-класс по вязанию корзинки-совушки. Можно начать с него. Моя сумочка имеет размеры 20 см в длину и 15 см в высоту. Ширина у нее небольшая, около 4 см. Для того, чтобы связать сумочку, нам необходимо связать вот такой прямоугольник, состоящий из пышных столбиков с накидом. В ширину должно быть 6 столбиков с накидом пышных, а в длину 12 рядочков. Для начала набираем цепочку из 17 воздушных петель. Петли набирайте плотно. После того, как набрали 17 воздушных петелек, последнюю петлю мы пропускаем, она у нас будет петлей подъема. В предпоследнюю петлю вкладываем крючок и провязываем столбик без накида. Затем провязываем второй столбик без накида. Делаем воздушную петлю. Петлю, которая должна быть следующая, пропускаем, так как сверху воздушная. Через одну вкладываем петлю. Опять провязываем 2 столбика без накида. Делаем воздушную петлю, пропуская петлю следующую под воздушной. Через одну вкладываем и делаем опять 2 столбика без накида. И вяжем таким образом до конца воздушных петель. 2 столбика без накида, воздушная петля, под ней пропускаем петельку и опять 2 столбика без накида с воздушной петлей. У меня остался вот такой хвостик для 2 столбиков без накида. То есть цепочка у вас должна быть закончена 2 столбиками без накида. Вот так. У вас должна получиться такая полосочка с небольшими отверстиями. Через 2 столбика без накида отверстия. Они нам будут нужны для того, чтобы вязать пышные столбики с накидом. После того, как провязали первый ряд, мы делаем 3 петли для подъема, переворачиваем вязание и ищем первое отверстие, которое нам встречается. Вот оно. Вкладываем в это отверстие крючок, провязываем столбик без накида. Таким образом мы зафиксируем наши первые столбики с накидом. Теперь переходим к вязанию основного элемента. Для этого нужно сделать накид на крючок и вложить крючок в самую крайнюю угловую петлю, вот сюда. Вкладываем крючок, вытягиваем с обратной стороны свободный край ленты. Вот так, до уровня петель, которые были до этого на крючке. Делаем снова накид, вкладываем крючок в эту же петлю, самую крайнюю. Вытягиваем свободный край ленты до высоты всех петель на крючке. Повторяем то же самое, делаем накид, вкладываем крючок в угловую петлю, вытягиваем свободный край ленты и делаем так 5 раз, до тех пор, чтобы у вас на крючке не появилось 5 накидов.
Так у меня получилось 5 накидов. Я их разравниваю рукой, чтобы они красиво и ровно лежали на крючке. Сразу скажу, что от того, как они красиво будут и ровно у вас разложены, будет зависеть то, как красиво будет смотреться весь узор. Узор пышные столбики с накидом строится именно из внешнего вида, который сейчас перед вами. После этого придерживаем рукой все эти накиды и аккуратно их провязываем так, чтобы у вас на крючке образовалось 2 петельки. Вот так. Эти 2 петли мы провязываем тоже вместе и делаем воздушную петлю. Первый пышный столбик готов. Сразу вас хочу предупредить, что вязание первого ряда оно самое сложное. Не пугайтесь, нитки здесь сваливаются. 5 раз вводить крючок в одну и ту же петлю довольно сложно. Обещаю вам, что со 2 и 3 ряда и дальше будет намного легче. Также могу подсказать, что перевернув вязание вертикально, возможно, вам станет удобнее вязать. Посмотрите, как вам будет лучше. Мне вот удобнее вертикально. Самые сложные первые 2 воздушных столбика я связала. Теперь перейду к вязанию 3-го столбика. Для этого отыскиваю следующее отверстие по ходу вязания, вкладываю в него крючок, вытягиваю свободный край ленты и провязываю столбик без накида. Теперь делаю накид, ищу отверстие, которое было предыдущим, оно, как правило, прячется под предыдущим воздушным столбиком, вот оно. Вкладываю туда крючок, вытягиваю свободный край ленты до высоты всех остальных петель на крючке. Делаю опять накид, вкладываю крючок и снова вытягиваю свободный край ленты. И делаю так 5 раз. У меня получилось 5 накидов, я их разравниваю, придерживаю рукой и провязываю так, чтобы на крючке осталось 2 петли. Эти 2 петли провязываю вместе и делаю воздушную петлю. И повторяю этот элемент до конца ряда. У вас должно быть в ширину 6 таких воздушных столбиков. Покажу вам, как провязывать последние пышные столбики в первом ряду. Закончила я, как обычно, воздушной петлей. Теперь столбик без накида я провязываю в последнюю петельку предыдущего ряда. Вкладываю крючок под обе стеночки петли. Провязываю столбик без накида. Остальное делаю также. Делаю 5 накидов в предыдущее отверстие. Дальше все то же самое. Разравниваю рукой накиды, придерживаю их и провязываю так, чтобы осталось 2 петли на крючке. 2 петли на крючке провязываю вместе. После этого делаю 3 воздушных петли для подъема и переворачиваю вязание. Вязание второго ряда намного легче, чем вязание первого ряда. Вам нужно найти первое отверстие между 2 пышными столбиками, вложить туда крючок и провязать столбик без накида. Сами воздушные столбики без накида будем провязывать вот из этой петли, из этой перемычки. Делаем накид, вкладываем петлю в перемычку вот сюда и вытягиваете 5 столбиков с накидом. Дальше все то же самое. Рукой разравниваете накиды на крючке, красиво их выкладываете, придерживаете и провязываете так, чтобы на крючке осталось 2 петли.
2 петли провязываете вместе, делаете воздушную петлю и ищите следующее отверстие между двумя столбиками, между двумя пышными столбиками. Делаете столбик без накида, ищите предыдущее отверстие и в него провязываете 5 столбиков с накидом и двигаетесь так до конца ряда. Все остальные ряды вяжутся по этому же принципу. Напомню, что у вас их должно быть 12. Для того, чтобы сделать ровные края у получившегося прямоугольника, мы сделаем обвязку. Обвязку я буду делать, продолжая по ходу вязания. Вот я закончила вязать последний воздушный столбик. И вот в эту вот петлю, в перемычку, я буду провязывать 3 столбика без накида для того, чтобы повторить угол этого прямоугольника и развернуться и перейти к обвязыванию боковой части. Провязала 3 столбика без накида и развернулась. Теперь покажу вам, как я обвязываю боковую часть прямоугольника. Я вкладываю крючок в серединку вот этой галочки между двумя столбиками воздушными и в нее тоже провязываю 3 столбика без накида, чтобы заполнить эту самую галочку. Когда вы провяжете 3 столбика без накида, галочка у вас будет заполнена и край будет выравниваться. Следующее, что я делаю, это провязываю 1 столбик без накида вот в эту перемычку. Вкладываю в нее крючок, провязываю 1 столбик без накида. Следующий у меня элемент — это галочка очередная. Делаю точно так же. Вкладываю в сердце галочки, в серединку галочки крючок и провязываю 3 столбика без накида, чтобы заполнить пространство галочки и сделать край ровным. Вот так. Следующее, вкладываю крючок в перемычку и провязываю 1 столбик без накида. И по этому принципу двигаюсь до конца боковой части. Боковая часть у меня заканчивается вязанием последней галочки, последних 3 столбиков без накида, которые заполнили эту галочку, точнее. Следующее, что я делаю, нахожу вот такую перемычку и провязываю в нее тоже 3 столбика без накида, так как эта перемычка является углом. И чтобы повторить форму этого угла 90 градусов, мне необходимо провязать 3 столбика. Провязали. Можем перевернуть прямоугольник. Дальше по ходу вязания у нас прямая с воздушными петлями, которые мы с вами набирали изначально. Здесь все просто. В одну петлю провязывайте 1 столбик без накида. Не забывайте, что у вас под первым воздушным столбиком прячутся 2 петельки, которые тоже нужно провязать. Провязали 2 последние петельки. Теперь ищем вот такую перемычку и провязываем в нее 3 столбика без накида, чтобы сформировать угол. Угол сформировали, можно переворачивать вязание и продолжать обвязывание боковушек по тому же принципу. 3 столбика без накида внутрь галочки, 1 столбик без накида в перемычку. Обвязывание этой боковой части я заканчиваю на вязании столбика без накида в перемычку. Следующее, что я сделаю, это вкладываю крючок в первую вот эту петельку и провязываю в нее 3 столбика без накида, точно так же сформируя угол. Угол сформировала и развернулась. Дальше нам предстоит прямая, и при ее вязании не должно возникнуть проблем. Вяжите в каждую петлю 1 столбик без накида до вот этого места начала обвязки. Здесь просто соединяете ряды. Покажу вам, как я соединяю конец и начало ряда. Может быть, кто-то еще не видел эту хитрость. Последнюю петлю я вытягиваю. Вкладываю крючок в первую петлю, сзади вперед. Вытягиваю хвостик. Теперь вкладываю крючок под заднюю стеночку последней петли. И точно так же протягиваю хвостик. Таким образом вы имитируете еще одну петельку, косичку. После этого хвостик можно с обратной стороны
прятать. Наш прямоугольник пышными столбиками косыми с накидом готов. Теперь переходим к вязанию боковушек. И нам останется вшить боковушки в основное тело сумочки и прикрепить портфельный замок и цепочку. Приступаем к вязанию боковушек. Для того, чтобы сумка лучше держала форму, боковушки я вязала двойной ниткой, при этом крючок у меня оставался также 6 размера. Необходимо связать прямоугольник, который будет в себе вмещать 9 петель воздушных и 2 ряда в высоту. В остальном все очень просто. Берем 2 нитки трикотажной пряжи и вяжем также 6-м крючком. 6-м вяжем для того, чтобы полотно получилось тугое и хорошо держало форму. Конечно, вязать таким способом не очень просто, у многих даже болят руки, но квадратик небольшой связать, в принципе, не составит труда. Для начала вяжу 9 воздушных петель. При вязании вытягиваю пряжу. После того, как 9 воздушных петель набрано, необходимо набрать 1 петлю для подъема и связать 2 ряда столбиками без накида. Обращаем ваше внимание, если вы выберете крючок не 6-го, а другого размера, ваша деталь тоже получится отличная от моей по размерам и не будет так хорошо вписываться в сумочку, поэтому моя рекомендация: берите все-таки 6-й. У меня получился вот такой прямоугольник, их должно быть 2. Один я уже связала и пришила, поэтому у меня он 1. Вы вяжете точно такой же 2-й, и сейчас мы с вами приступим к сшиванию. Перед сшиванием у детали необходимо спрятать все хвостики. Таким образом у вас определится лицевая и изнаночная сторона. Там, где хвостики спрятаны изнаночные, там, где, естественно, нет хвостиков, та лицевая. Сшивать я буду ниткой в одно сложение. Предварительно я закрепляю нашу нитку с обратной стороны боковой детали. Я ее вкладываю между петельками. Вот таким образом закрепила. Вот у нас кончик. Он здесь так и останется, а мы перевернем деталь и начнем ее сшивание. Для того, чтобы определить, куда нужно вшить боковую деталь, нам необходимо будет найти петлю вот на этой вот необработанной стороне сумочки, которая симметрично будет петле, где боковушка уже вшита. У меня это вот эта петелька. Я сюда прикладываю деталь. Сшивать я буду только за крайние стеночки петли. На основной части сумочки это будет правая стенка петли, и на боковой части сумочки тоже за правую стеночку петли. Ввожу в основную часть, протягиваю ленту. Теперь опять под правую стеночку петли на боковой части и под правую стеночку петли на основной части. И протягиваю. Сильно не затягивайте, чтобы шов не морщился и лежал ровно. И таким образом двигайтесь до конца. После того, как боковушки вшиты, нам остается самое простое и приятное — выбрать и прикрепить к сумочке фурнитуру. Я выбрала вот такой портфельный замок, сейчас расскажу вам, как его крепить. Он состоит из нескольких частей. Верхняя часть замочка будет крепиться шипами, а нижняя часть замочка крепится металлическими усиками. Покажу вам на примере, как нужно закреплять нижнюю часть портфельного замка. Покажу, как она должна располагаться на крышке. Конечно, она будет вот здесь, где-то в центре примерно находиться. Сразу скажу, что закреплять такие части портфельного замка с усиками на узоре пышные столбики с накидом — это дело непростое, так как узор толстый, а усики, ну вот в моем случае они еще довольно длинные, а бывает еще короче. Ну, в общем, в любом случае нужно будет прогладить, возможно, это место, хорошо давить или закреплять где-то между узором, то есть поднимать вот эти пышные столбики с наклоном и закреплять внутри узором. Нужно вложить с обратной стороны, с лицевой стороны изделия, замок, поймать усики, у меня они вот показались. Затем необходимо сверху наложить вот такой вот экран металлический, очень сильно надавить и поверх экрана чем-то твердым, ножницами или отверткой загнуть усики.
Теперь расскажу, как поступать с верхней частью замочка. Здесь есть вот такие вот тоже усики, которые загнуты и удерживают замок в закрытом виде. Вам нужно чем-то острым и тоненьким их немного разогнуть, для того, чтобы ваш замок приоткрылся и вы смогли туда вложить тоже достаточно толстую часть крышки. Вот этот третий усик, который расположен внизу, его можно не открывать, иначе весь замок откроется и пружинный этот механизм, может быть, вы уже не вернете в первозданный вид. Вот, открываем верхние два, и у вас получается возможность такая появляется вложить сюда достаточно широкое толстое полотно. Что мы и делаем. Вкладываем его. Так, нужно определить центр, чтобы по центру застежка была. Вкладываем замок, давим до самого конца, пока позволяет глубина застежки. После этого сжимаем и загибаем усики чем-то тяжелым обратно. Вот такая сумочка у меня получилась. Я использовала в качестве фурнитуры вот такой маленький портфельный замок, карабины, кольца, которые у меня закреплены на крышке, и цепочку. Всю необходимую фурнитуру и трикотажную пряжу вы можете приобрести в моем магазине Лентомания, ссылка под видео. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, какие еще мастер-классы вы бы хотели посмотреть. Всем отличного настроения, пока-пока!